Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами спечем кету, бакинскую кету. Она у меня будет не азербайджанская и не армянская. Она бакинская. Ее пекла моя бабушка, ее пекла моя мама и ее пеку я. Попробуйте спечь. Рецептов, конечно, кеты очень много в интернете, но этот рецепт, я думаю, вас заинтересует и понравится, если кто-то еще не пек кету по этому рецепту. Попробуйте, мои дорогие, получается быстро, вкусно и очень-очень-очень легко. Начнем печь. В посуду, где будем замешивать тесто, отправляем 450 грамм муки, просеянной муки. Сюда же добавляем 150 грамм сливочного масла. Холодное нам нужно будет масло сегодня. Можно даже его положить в заморозилку. Натираем все это на терочке. Мама у меня рубила масло с мукой на доске, таким маленьким специальным топориком. Но получается то же самое, точно такая же крошка. Перетираем руками муку с маслом. И делаем углубление в середине. Сюда же отправляем 200 грамм сметаны. Сметана у меня сегодня 20%. Можете, если у вас есть 15%, любой жирности сметана. Но на кефире не делайте это тесто. Подсаливаем. Добавляем 1 чайную ложечку соды. Перемешиваем хорошенько. Сметана прямо на глазах у нас распухает. Добавляем 1 яйцо. Тесто делается очень быстро. Сюда же добавляем ванилин. Пол чайной ложечки у меня. Можете положить ванильный сахар. Сахарный песок я в тесто не добавляю вообще. Я его делаю без сахарного песка. Все тесто нам нужно будет сейчас собрать в один шар. Нам не нужно его ни вымешивать, ничего. Собираем в шар все тесто. Такое оно мягкое получается. И отправляем тесто в холодильник. От 20 минут до 2 часов. Кто как хочет. Можете даже на ночь его оставить. Но не больше. Для начинки нам нужно будет взять 150 грамм растопленного сливочного масла. Сюда же добавляем 200 грамм сахарного песка. Все это хорошенечко перемешиваем. Добавляем муку. Ванильный сахар. И все это просто вилочкой перемешиваем. Муку я буду добавлять еще. Муки в общей сложности у меня уходит 180 грамм. Все перемешиваем и перетираем руками. Начинка вот такая у нас должна получиться. Если мы ее сожмем в руке, она у нас собирается. Но как только мы на нее нажмем, она, видите, рассыпается сразу. Оставляем все это в сторону, вытаскиваем тесто из холодильника. Немножко разомнем его на столе, чтобы было легче с ним работать. Разделяем тесто пополам. И сейчас нам нужно будет раскатать первую часть. Смотрите, раскатывать нам нужно будет его тоненько. Но не нужно будет ни подпылять поверхность мукой, ничего абсолютно. Тесто жирное, очень легко работать с ним. Нужно раскатать тоненько. Вот так, видите? Приблизительно первый кусок у меня получается 30 на 40. Зрительно делим всю начинку пополам. Распределяем половину начинки на первой половине раскатанного теста. Утрамбовываем, чуть-чуть вот так вот нажимаем, совсем капельку. И сворачивать будем рулетиком. На этом этапе уже можно включить духовку разогреваться на 180 градусов. Выпекаем печенье, будем выпекать приблизительно где-то 40-45 минут они выпекаются у нас. Сворачиваем рулетом. Все это защемляем.
конец теста защипляем. Можно нарезать фигурным ножом, можно нарезать обыкновенным ножом. У кого какой есть. Но классика, конечно, с фигурным ножом. Ромбиками нарезаем. Я сегодня их делаю не маленькие, не большие. У меня в общей сложности, наверное, получится где-то 18-19, до 20 печений вот таких получается средних. Перекладываем на противень, застеленной бумагой. Осторожненько, потому что начинка рассыпается. Но если вы раскатываете тесто тоненько, как я, начинка высыпается минимум-минимум, совсем мало. Самое главное тоненько раскатать. Так получается и больше слоев. И вкуснее, конечно. У меня я немножко неправильно рассчитала начинки, у меня на второй кусок осталось больше. Со вторым куском делаем точно так же. Его раскатываем, складываем рулетиком, нарезаем. 1 желток, 1 столовая ложка молока нам понадобится. Размешиваем. Смазываем печенье. Духовка уже у нас должна быть горячая. И отправляем выпекаться. Сегодня выпекались они у меня ровно 40 минут. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Очень вкусные, очень ароматные, мягкие, рассыпчатые. С чаем, с кофе. Я даже вам передать не могу, как это вкусно. Попробуйте, мои дорогие. Приятного аппетита. Пробуйте, готовьте, заходите в гости и будем дружить. Пока-пока.